Здравствуйте, дорогие автолюбители! Как и обещал, сейчас расскажу о магнитоле V3 Pro, Jansun V3 Pro. Первое, на что бы я хотел обратить внимание, это на маркировку. Маркировка — это самое главное, что означает, какая модель у вас и какую вы получили. Маркировка для магнитол. Во-первых, начнем с того, что V3 Pro производится сейчас только в двух вариантах. Первый вариант 4 плюс 64. И второй вариант 6 плюс 128. Конечно, планируется вариант 8 плюс 256, но это еще далеко идущие планы. Маркировка для версии, кстати, очень простая. Маркировка идет GT. Для версии 4 это будет GT9.4, соответственно, либо GT 1.4, то есть GT14, имеется 10-дюймовая. Для версии 6 плюс 128 будет GT9.8 и, соответственно, GT18. Вот такая вот маркировочка, которая говорит о том, что у вас V3 Pro. Она обязательно наносится не только на коробку, но она и наносится на саму магнитолу. Дальше мы с вами сейчас посмотрим, из чего же состоит сама магнитола. Итак, вот наша магнитола. Как видите ее. Вид ее сзади. Здесь находится маркировка, еще раз наклеена. Сама плата отличается. Сейчас детально более начнем рассказывать об этих маркировочных. Что означает? Ну, во-первых, обращу ваше внимание, что порт 16 пин перевернули. Раньше он был наоборот, и либо был боковой. Будьте внимательны, не вставьте вверх ногами, иначе спалите устройство. Есть отдельная антенна Wi-Fi с поддержкой не только 2,4 Гц, а и 5 Гц, что позволяет сделать Wi-Fi двойным, более качественный прием. Есть для интернета 4G плюс и 4G минус, а это говорит, что есть возможность, теоретическая возможность сделать устройство звонящим. SPDIF порт для подключения цифрового звука. То есть здесь уже уложили этот момент. И самый интересный элемент, которого в принципе нету еще пока ни у кого, что делает эту магнитолу самой крутой на сегодняшний момент, это магнитола с HDMI порт. Универсальный HDMI порт позволяет подключать внешние мониторы и подключаться к самому устройству с помощью обычного HDMI кабеля. Здесь ничего не изменилось, кроме функционала. Все те же порты. Первый порт 12-10 пин, это для камеры заднего хода. Второй 6-пиновый, но в данной магнитоле он поддерживает 2 USB, а не один, как в предыдущих версиях. 4-пиновый, но опять же знаете, что это должен быть специальный кабель, раздвоитель. 8-пиновый порт для подключения связи с CAN-басом. Дальше 20-пиновый полный порт. Здесь аналоговое подключение как звука, как и AUX на out, AUX in. Естественно, подключение CVBS in камеры, причем 2 камер. И микрофон здесь поддерживает, а также поддерживает сим-карту. То есть это выходы такие универсальные. Также здесь есть видео out и есть сабвуфер. Сабвуфер, если правильно говорить, сабвуфер. И все, пожалуй, вот это основные отличия по магнитоле. Сейчас попробуем ее подключить с вами, посмотреть, что изменилось в меню. Вот здесь вот внимательный момент. Если раньше было подключение вот так, то теперь нужно наоборот. Вставили. Порт. Идет запуск. Итак, чем же отличается данная магнитола? Ну, один из важнейших отличий этой магнитолы в том, что она теперь у нас поддерживает более качественный дисплей. В данном случае это дисплей QLED, но есть версия T9, где используется Blu-ray дисплей, и они взаимозаменяемые. Blu-ray дисплей имеет фиолетовый оттенок, QLED не имеет фиолетового оттенка. Давайте сделаем подсветку поярче, посмотрим на ее возможности. Так, подсветочка, дисплей. Яркость. Вот я сделаю поярче подсветку. Надеюсь, камера будет передавать.
изображения. Ну и сразу, раз мы тут зашли, видите, что здесь есть вот такой управляющий. И это обновленная программа голосового управления. Выключи экран. Включить экран. Вот как видите, прекрасно работает, и она уже входит, базовая версия, входит стоимость, она бесплатная. Ну, ее можно использовать. Главное меню. Ну, сами перечень команд, их нужно изучить и выучить, иначе ничего не получится. Давайте сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Причем убавить и увеличить громкость теперь сделано нормально, на несколько единиц. Вот, смотрите, увеличить громкость. Увеличить громкость. Увеличить громкость. То есть на 3 единицы добавляют, не так как было раньше на 1 единицу. Именно эту проблему исправили в новой голосовом меню. Рабочий стол. Мы вернулись в рабочий стол. Здесь уберемся вниз. Причем интернет не нужен. И здесь есть у нас разные вот варианты. Сразу переход в общее меню. И большим отличием, которое я заметил в этой магнитоле, есть это, что здесь уже установленные программы диагностические, и абсолютно нету проблемы, связанной с введением кодов, паролей. Все абсолютно открыто, и вы можете зайти в меню. Начнем по порядку с самого верху. Так, берем человечка. Понятно, Wi-Fi, мобильная сеть, режим авиа, точка доступа, то есть это все вам знакомо. Bluetooth с изменением имени устройства и пароля. Дальше общее. К общему у нас есть радиозона, есть выбор языка, настройка приложения навигации, плавающая кнопка, можно ставить, можно нет, там изобретение, но тут ничего такого нового. Громкость, навигация, громкость музыки отдельно настраивается. Дисплей позволяет выбирать в видеоформаты для AUX, то есть вы можете выбрать, а также для камеры заднего вида. Так, дальше. Здесь рассказывается о версии. Здесь Android 10, процессор Qualcomm SMD450, 64-битный, Cortex A53, 8-ядерный, Adreno 506. Но это такие серьезные параметры, кто понимает. Сам дисплей представляет собой расширение 1280-720. Скажу, что ранее были подобные дисплеи, но они были не совсем такие. Память достигает 64 гигабайт, встроенная память eMMC, то есть быстрая память, позволяющая быстро работать в разных системах. 2 MA кода, а значит можно установить, ну, как минимум 2 сим-карты. Разъема сим-карты я, кстати, не увидел в самой магнитоле. То разъем сим-карты, он прицепной. Так, это у нас общее. Еще раз вернемся в версиях. Так, есть у нас сенсорная калибровка. Хотя непонятно, зачем она нужна в емкостных системах. Ну, в принципе, можно ее делать, можно не делать. Это пока вы не откалибруете. Вот есть, откалибровалась. Ну, зачем, не понимаю. Ну, видимо, дань старым традициям. Так, версия. Есть стандартные настройки, заводские настройки. Есть вот завод функция. Заводской режим. Можно выбрать модель автомобиля для выбора работы коншины. Отладка шины кан для встроенного варианта. Установить логотип. Кстати, на большое количество логотипов, там, по-моему, около 170. Но, к сожалению, добавлять до сих пор я не знаю, как можно добавить. Именно в эту конфигурацию не знаю. Но есть такие функции, как ACC на время. То есть вы можете выставлять время, причем время теперь выбирать самостоятельно от низу, сколько вам нужно. То есть сколько времени будет магнитола в режиме ожидания, пока после выключения ключа зажигания. То есть вот такое. Можно подавать питание на радиоантенну, либо на фильтр для усилителя в сложных машинах, где там Rockford, JBL или что-то подобное. Ну и некоторые функции связаны с радаром и температурами выносить на дисплей, выносить там condition, но это все для когда подключается коншина.
Так, что и здесь? Завод мы зашли. Ну, в принципе, видите, никакого пароля, кстати, нету. Все абсолютно без паролей, что, в принципе, радует. Раньше нужно было что вводить, искать и так далее. Давайте посмотрим одну из интересных функций, которая появилась здесь. Это все-таки звук. Здесь дорогой звук достаточно, и появились, соответственно, куча эффектов. Для разных Digital Surround это они называют. То есть есть эффект